Успешное выступление в групповом этапе обеспечило команде небольшую передышку по ходу турнира. Ребята планируют провести свободное время с максимальной пользой. Мы очень надеемся, что после такого старта игроки продолжат набирать форму. Первые мысли о новом составе лишь положительные, потому что сейчас видно, как команда немножко, как бы сказать, освежилась, больше уверенности в себе в каждых действиях, и видно по первым играм, что даже несмотря на маленькое количество тренировок, то, что Саня вернулся на ВП, это, в принципе, очень кардинально может изменить нам, меняет нам игру. Я думаю, что с приходом Ильи у нас теперь более молодой такой, будет более сплоченный состав, чем был ранее, и не будет языкового барьера, как был с Ладиком, не будет, нет проблем, пока даже не видно по коммуникации, и играем мы намного лучше, как мне кажется, пока что. Моя роль с приходом Ильи изменилась достаточно значительно, но за дефенс. Если раньше за КТ я был опорником и за атаку люркером, или играл там какие-то индивидуальные роли, то теперь за КТ мне другая роль. Вернулась роль, когда была где-то еще до Бумыча, когда я был вторым снайпером и больше как суппорт игроком. И, в принципе, для меня роль это интересно, мне нравится, но учитывая, что последний год был опорником, немного тяжело сейчас кардинально быстро так поменять свою позицию и наигрывать все заново. Но стараюсь, думаю, что эта смена позиции правильная. Поскольку Саша был лучшим игроком в мире, когда он был снайпером, то я думаю, что для него не сильно составило много труда вернуться на АВП, учитывая, что всего лишь 4 месяца или где-то так он провел без АВП, но все равно даже за эти 4 месяца немного игра снайперов поменялась, и Саня немного еще адаптируется, вспоминает старые фишки, там, и смотрит, как ему лучше сыграть и так далее, и пытается там взять какие-то советы у Андрея или там просто посматривает за другими снайперами, но думаю, что у него уже, как можно заметить, все получается, и мне, например, нужно больше времени, чтобы адаптироваться к старой роли, то вот Саня — это Саня, и ему не нужно столько времени, он сразу играет так, как играет. Люди тоже рады этому. Я скажу честно, я не расстроен, я больше рад, чем более в таком обычном состоянии нахожусь. Но могу сказать, что поначалу сложно. Уже чувствуется, как надо возвращаться, надо вспоминать все эти пики, все эти перетяжки. Вот эти вот все. Надо быть более иногда пассивным, более каким-то умным в каких-то ситуациях. Поэтому стараюсь, также работаю с Андреем, смотрю демки. В итоге новая работа началась. Вернее, роль как бы старая, но за счет того, что все поменялось за 1 год, куча новых команд, игроков, мета и прочее, это надо заново изучать это, и это уже изучается на роли снайпера. Если сегодня, если у нас выходной, например, мы проснулись, кто во сколько хочет, в 12 у нас уже обсуждение идет. До этого времени надо покушать. Может, конечно, там опоздать на 10-15 минут из-за еды, если просыпаться в 10:30, уже в 11:30 заказывать себе еду. С 12 пару часов обсуждения, потом 2 или 3 прака, потом перерыв, потом еще так же. И, например, завтра у нас будет работать с психологом. То есть мы чуть меньше делаем загрузочный день, так как это уже день перед турниром. Мы оба эти дня тренировались. Первый день сыграли 5 карт, 2 часа обсуждали, во второй день сыграли 3 карты и также несколько часов обсуждали. В принципе, это стандартная подготовка на всех турнирах, и ничего не меняется. У нас выходных нет, и мы тренируемся каждый день. Первая игра в 10 у Мауспорт, а вот наша игра уже там в 12 или в час. То есть это не как на других турнирах, где полуфиналы там в 12 или в 15, или там в 15 и 18. Так не очень привычно, поэтому не хотим на завтрашний день полностью себя истощать.
Егор, живи, просто поживи. Еще будка. Смотри будку, смотри на себя. Да, я взял. У меня есть флеш перед будкой. Парни, он выходил в вентиль и залазил в вентиль. Я Дал же чекнул, дверь. да. Творил! Двери аккуратно, Лав, выйти Другой меня был. убивал, двери дали. Двери двери был. Не выходил, окей. Бомба девятки был. 9-9 ушел обратно, мейн взял. Мэн никого. Я взял, Вот. Мэн заходит. Мейн Бомба бомба. выпала. Как раз таймик еще мейн будет. У парней сейчас 2 дня отдыха в турнире, но отдыхом это назвать сложно. Они тренируются, общаются с психологом, разбирают игры. Ну а я, чтобы время зря не терять, пойду прогуляюсь по Лондону. А я, если ты не против, составлю тебе компанию. Начнем с Биг Бена? Оу, он на реставрации. Ну, не повезло тебе, Даня. Просто поверь на слово, что эта часовая башня не зря считается символом города. Тогда идем к колесу обозрения. В поп-культуре оно наиболее известно как Лондонский глаз. Это самое крупное такого рода сооружение в Европе. Ночью, кстати, выглядит не хуже, чем при дневном освещении. Арка Веллингтона – символ победы Великобритании в наполеоновских войнах. Один из знаковых памятников классицизма в городе. В целом, Лондон – город со своим характером и колоритом. Но мы здесь все же не ради экскурсии. Давай возвращаться к команде. Впереди полуфинал. Наша вторая встреча с Godsend в рамках Ice Challenge. Не завидую ребятам, но не потому, что соперник непростой, а потому, что до него нелегко добраться. Сколько мы ехали? 1,5 часа ехали. Первый матч сложился достаточно сложно, но, как мне кажется, это из-за того, что все-таки первая была игра в составе, плюс у нас там вообще не наиграна никакая игра, не обсуждено еще толком ничего, потому что было всего 3 дня. Поэтому после того, как мы провели работу, мы выиграли OG, поиграли 2 дня вот на тренировках, то оказалось, что мы чувствуем более уверенность уже, чем чувствовали, как только приехали. Но Godsend выиграли же свою игру очень сильно, и, естественно, они были, как и оказалось, в принципе, не слабой далеко командой на этом турнире, и к ним мы готовились так же, как и ко всем, но ожидали, что они покажут какую-то борьбу, или там, может быть, даже выиграют у нас карту. Ну, выиграть 2-0. Первая карта получилась достаточно легкой, на второй тоже было все хорошо до поры до времени, но немного ошибок, и в итоге оказалось, что достаточно сложная игра была, но в целом 2-0 это то, на что мы, наверное, рассчитывали. Давайте сейчас оденем наушники, быстро проверим пистик. Да. Ну или хотя бы ножи сыграем и сразу скажем план на игру, хотя бы первый. Да. Кто мы? Рожденные побеждать! Кирилл, забайте, не убивай. Забай. Ну, Оверпасс у нас карта сильная, но из-за того, что мы так не можем до конца, у нас не было вот нового игрока, мы не обсуждали ничего. На Оверпассе у нас какие-то карты были готовы, но Оверпасс по-старому играли, поэтому больше уже от старого там
У нас все-таки один игрок новый, а не 4, поэтому на старых дрожжах, можно сказать, еще вытащили, но нужно будет посидеть еще глобально, подумать над этой картой, поработать, и я думаю, что она может стать одной из самых сильных, если не самой сильной карты. Кто мы? Рожденные побеждать! Не могу сказать точно, какие карты у нас сейчас лучше, но определенно Трейн — это всегда была одна из самых лучших карт Нави, и я думаю, сейчас у нас Трейн также остается на высоком уровне. За моей спиной вы можете наблюдать выставку огромную Ice London, где проходит турнир Ice Challenge. Все же с этим я справляюсь лучше, бро. Обязательно встретим, ну а пока можем пойти вовнутрь и посмотреть, что там происходит. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you missed your ride? Cause I wanna be... Жак, чей пиджак? Там и сэндвич, все нормально. Я любезно попросил Вилата помочь ему. Он сначала говорит, да ну перестань. Я говорю, можно я подвезу твой костюмчик? Все равно ты поедешь на метро, тебе будет тяжело. Он сначала не соглашался, потом говорит, ладно. Я говорю, для меня честь. Просто попросил, ему на самом деле тяжело было ехать. Великий костюм великого комментатора, да. Для нашей команды очень важно выиграть турнир, чтобы игроки, такие как Бумыч, Перфекта, могли почувствовать, что такое победить на турнире, на крупном достаточно. Как-то у нас у всех появилось больше уверенности в своих силах, и наша последняя победа была очень давно, и хочется снова выигрывать. Могу сказать, что Mouse Sports — это очень сильная команда, где подобраны реально крутые игроки. Там есть и отличный снайпер Воксик, прекрасный капитан Керриган, который не раз создавал команды, вокруг него, по сути, и была создан этот состав. И остальные игроки также очень сильные, поэтому это 5 индивидуальных крутых игроков плюс хорошая команда. С ними всегда интересно играть, ну, по крайней мере, мне. Мне всегда нравится против них играть. Они выиграли 3 турнира недавно и находятся сейчас на 2-м месте в рейтинге, поэтому, думаю, они также уверены в своих силах и являются отличной командой. Mouse забанит Overpass, мы забаним Vertigo, и дальше будет остальные 5 карт. Сань, как настрой? Норм. Надо начать хорошо, постараться. Проснуться тоже. И мы раньше приехали, на минут 15 где-то, но все-таки утро есть утро. Нет, бро, у меня роспись самый лучший. Ты понял, как выводит, старается, а? Что? И на это, Сначала я добавил. Фокусируемся на игре, на хорошем противнике и на том, как мы играем в эту игру. Красиво сыграем. Неважно, как мы играем, мы развиваемся, я про это. Готовы? Да. Все, двигаемся, давайте, пацаны. Кто мы? Рожденные побеждать! Саня, 5. А я никогда был турнира. I've been scoring, cheap thrills, bore me, blah blah, you bore me, caution, warning. I've been scoring, I've been scoring, I've been scoring, caution, warning. I've been scoring, cheap thrills, bore me, blah blah, you bore me, caution, warning. I've been scoring, I've been scoring, I've been scoring, caution, warning. Back in the cut like
a scratch, never acting, I've never been. Shut up my words while you're holding your breath like asthma attacking him. Why are you testing me? Can't be investing no time in this. Давайте, поехали. Рожденные побеждать! On track, now we going way up. Don't be used as easy as a layup. Working late, stay up, stay up. Counting all the way up. Count blessings, yeah, you know we pray up, way up, way up. On track, now we going way up, way up. Now we going way up, now we going. On track, now we going way up, way up. Now we going way up, now we going. Keep the same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, this is 7 seas. I deal with life different, make that limit squeeze. Went on for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we going way up. Don't be used as easy as a layup. Working late, stay up, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up, way up, pray up. On track, now we going way up, way up. Now we going way up, now we going. On track, now we going way up, way up. Now we going way up, now we going. Еще 5 хп жив. Приезжай красный. Я фейкую. Еще длинный. Это красный. Первый финал обновленного состава завершен. Нави занимает второе место на Ice Challenge London. И я считаю, что это достойное начало. Тем более, что впереди у команды очень интересный и насыщенный год. Ребята уже готовятся к первому матчу на Бласте, а мы уже готовим следующий эпизод.